Мужчину звали Сергей. Большую часть своей жизни он провел в армии, где закалился не только физически, но и морально. За годы службы ему пришлось пройти через множество испытаний, но самым тяжелым периодом стала командировка на Северный Кавказ. Там, среди взрывов, потерь и постоянного напряжения, Сергей понял, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь. Эти события навсегда оставили след в его душе, и воспоминания о войне еще долго преследовали его по ночам. Когда в середине 90-х все наконец закончилось, Сергей вернулся в родное село, затерянное среди лесов и полей. Он решил начать все с чистого листа и больше никогда не брать в руки оружие. Друзья называли его просто Серегой. Он стал ветераном боевых действий, получил государственные выплаты и несколько наград. Для городской жизни этого было бы немного, но для деревни – целое состояние. Вскоре Сергей оказался одним из самых обеспеченных людей в округе. Он построил просторный дом с большой верандой, купил землю и занялся хозяйством. Соседи смотрели на него с уважением и даже с завистью. Но при всем своем достатке Сергей оставался простым человеком, не любил хвастаться и предпочитал тишину шумным компаниям. Единственным существом, которому он по-настоящему доверял, был его пес, огромный алабай по кличке Барс. Сергей взял его еще щенком, и с тех пор они были неразлучны. Барс рос вместе с хозяином, чувствовал его настроение и всегда находился рядом. Пес отличался не только силой, но и удивительной сообразительностью. Иногда Сергею казалось, что Барс понимает его лучше, чем многие люди. Однажды поздним вечером Сергей сидел на веранде и пил чай. Вдруг его охватило странное чувство тревоги, такое же, как когда-то на войне. Барс тоже насторожился, поднялся и тихо зарычал, глядя в сторону забора. Через несколько секунд во двор зашли незнакомые мужчины. Их было 4. По поведению и взглядам Сергей сразу понял – это не случайные гости. Он узнал местную банду, которая давно промышляла грабежами. Видимо, слухи о его богатстве дошли и до них. Мужчины окружили Сергея и начали угрожать. Они требовали деньги и документы на дом. Когда он отказался, его грубо толкнули и поставили на колени. В этот момент страх смешался с яростью, но силы были неравны. И тут из темноты раздался громкий лай. Барс, скрывавшийся в кустах, бросился вперед. Огромный пес вцепился в одного из нападавших, затем в другого. Мужчины растерялись, начали кричать и отступать. Этой секунды хватило Сергею, чтобы собраться и действовать. Старые армейские навыки дали о себе знать. Завязалась жестокая драка. Во дворе царил хаос, крики, удары, лай. В конце концов бандиты, испугавшись и получив ранения, сбежали, оставив Сергея и Барса одних. Сергей сел прямо на землю, тяжело дыша. Барс подошел к нему, виляя хвостом и поскуливая. Только тогда Сергей понял, что пес спас ему жизнь. Он обнял Барса и впервые за много лет позволил себе заплакать. С того дня они стали еще ближе. Сергей усилил охрану дома, стал осторожнее, но главное, понял, что настоящая ценность не в деньгах и не в наградах. Самое важное – это верность и преданность. История о Сергее и его алабая быстро разлетелась по округе. Люди рассказывали ее как легенду, приводя в пример смелость и силу духа. Для жителей села они стали символом защиты и надежды. А Сергей каждый вечер сидел на веранде рядом с Барсом и знал, пока рядом есть такой друг, никакое зло ему не страшно.